Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз события на пороге до конца февраля. Цыганский старинный пасьянс. Как изменится ваша жизнь? Действительно, вот мы как раз с этого и начнем. С чего начнутся перемены? Или сами по себе события нам больше раскроют карты цыганского старинного пасьянса. У нас время такое особенное, вторая половина февраля. И это уже сама по себе дата, которая ознаменует как раз порог, от которого мы начинаем как новый отсчет. И 14 февраля Сатурн у нас перемещается в Овен, и уже буквально 16 они встречаются с Нептуном. Казалось бы, в знаке Овен две планеты, которые несут противоположные энергии. Сатурн, мы знаем, порядок, дисциплина, власть, это структура, четкая организация, правила. А Нептун – это никаких границ. Это где-то наши мечты, интуиция, жизнь через ощущения. Придется нам соединять возвышенное и земное, мои дорогие. И я приглашаю вас на сайт прочитать более подробно, потому что разные у меня есть статьи. Есть и коридор затмений, есть и словно игра по новым правилам, как петля реальности или игра по новым правилам. У вас сошлось, точнее, роза, значение любовь, мои дорогие. Поэтому личная жизнь тут будет явно не на последнем месте. Может быть, это вопросы дома, семьи, вашей пары, вообще, в принципе, личная жизнь. Смотрим дальше. Что у вас еще совпадет? Ух ты, как прям сразу. Смотрите, пакет– это документы. Конечно, в нашу цифровую эпоху это может быть СМС-сообщение или написание в одном из менеджеров какой-то важной информации. Или когда, знаете, это как старт, когда у вас что-то получается осуществить. Да, и вот этот переходный момент, тут действительно новая реальность какая-то может у кого-то из вас, пусть не у всех, начинаться именно с какого-то сообщения. Но тут больше в нашем пасьянсе как будто с сургучной печатью, поэтому официальный документ, официальные сообщения. Может быть, это какое-то важное решение. Вот правда личная жизнь? Смотрите, любовь совпала. И лебедь– это верность. Верность, надежность, надежные люди. Это не совсем про страсть. Это именно об искренности, мои дорогие. Поэтому искренние отношения с кем-то. Смотрим, что еще у вас совпало. Вот интересно. Вообще, я должна сказать для вас, ну, пусть это продуктивное время по работе наступит чуть позже, летом, когда Юпитер переместится в ваш знак зодиака, но, видимо, может быть, навести порядок в личной жизни. Где-то дом, вопросы, может быть, и быта, потому что больше как бы нас концентрируют на том, что именно дела семейные, дела личные. И любовная какая-то, может быть, история. Может быть, это правильно, преддверие весны, хочется вдохновиться. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, значения карты, которые находятся по вертикали и по горизонтали. Вот смотрите, закрытый путь. Я могу предположить, это у кого-то будет связано с поездкой, ну, к примеру, перенос дат. А у кого-то это может даже, когда нужно было куда-то ехать, да, вот теперь нет этой необходимости, нет этой надобности, и вы словно вздохнете свободно, что не нужно туда ехать или не нужно что-то делать. Но вот, видимо, более спокойное течение жизни, хочется сказать. Нам все значения, выпавшие как раз об этом. Поэтому какая-то перерокировка, да, даже если у нас игра по новым правилам, но это тоже ведь у нас как коридор возможностей мы с вами находимся. Правда, прочитайте мои статьи, я все ссылки оставлю в описании под видео. И у кого-то из вас может, смотрите, сойтись подкова, символ семейного счастья, семейного благополучия. Пусть так и будет. Пусть радости в вашей жизни, мои дорогие любимые львы, будет больше, приятностей каких-то. Ладно, я больше не вижу совпадений, поэтому мы с вами продолжаем наш прогноз. Так как изменится ваша жизнь, давайте узнаем, что же будет меняться. И мы рассмотрим основные тенденции по ключевым моментам. Первое – это у нас будет любовь, деньги.
выпадает. Ух ты, тут на деньги, как интересно. Положим эту карту. Благополучие и ваша работа, ваши планы, важные встречи, у кого-то учеба, у кого-то карьера. Итак, вот по одной карте мы достаем. Ну, так получилось. Оставим ее, посмотрим, что нам в довесок как будто выпадет. Я все равно сама достану. Ну, тут смотрите, вы именно как будто я сказала на деньги, да, и сразу выпадает карта звезда. Ведь это карта, когда у нас исполняется желание. Поэтому для кого-то из вас это будет, знаете, как начало действительно нового жизненного этапа. Вот такая перезагрузка идет у вас с середины до конца февраля, когда вы будете строить какие-то более далекие перспективы. И тут для этого будут разные предпосылки. Кто-то может принять во внимание, что, к примеру, на вашей теперешней, нынешней работе, может быть, ну, тут ничего не получается, ну, как достичь или построить карьеру, раскрыть свои таланты. Значит, какой-то более такой продолжительный план, потому что звезда– это не на короткий период, это всегда у нас, знаете, во-первых, это карта выбора правильного направления, причем у нас две карты, есть Солнце, а есть звезда, то вот это где-то лет 10. Но я должна сказать, что, давайте я достану еще одну карту, потом договорю. Если это мы говорим любовь, деньги, ваше благополучие, и вот то, что касается работы, карьеры, важных встреч и ваших планов. Так вот, это то, чем мы будем заниматься в течение 10 лет. А я должна сказать, Сатурн в Овне, он там на 2 года, чуть больше. А Нептун, мои дорогие, Нептун в Овне у нас до 38 года. То есть это практически на 12 лет. Эта планета быстро не меняет знак зодиака. Поэтому это вот действительно мечты в реальность. И у кого-то основная тема финансовое благополучие. Значит, это можно и способы найти. Значит, это, ну, может быть, и карта говорит где-то. Как раз ищи. Не отказывайся от мечты, потому что тут, видите как, поднесу поближе. Девушку и мечту соединяет вот невидимая нить, как нить Ариадны. Поэтому, а у нас время такое с вами, когда мы словно находимся между двух зазеркалий. Зазеркалье прошлого или то, о чем мы думали когда-то, о чем мы мечтали именно, но не могли осуществить. Вот в том-то и заключается вот это преломление реальности, когда у нас мечты прошлого встречаются и как с реальностью, так и возможности на будущий период. Не упустите ваше время, потому что, правда, с июля месяца для вас будет больше возможностей, мои дорогие. Ну, давайте будем смотреть любовь. У вас тут именно по дому, по любви, верховная жрица. Как будто нужно принимать важные решения, и вы не знаете, как поступить. Может быть, это есть конкретный человек, у кого-то, может быть, и дома дела, дети, какие-то ваши планы. Но, может быть, это вы тайну какую-то узнаете. Может быть, разоткровенничается какой-то человек. Или, ну, вы можете узнать о конкретном человеке что-то, который так или иначе нам не говорят. Может быть, это было в прошлом. А может быть, это какая-то конфигурация на будущего или на будущее, или это сегодняшние отношения, над которыми тоже нужно, ну, вот так вот поразмышлять. Вот давайте спросим, так что из прошлого, да? Мы возьмем прошлое и что буквально новое идет на ваш порог. Вот, вы знаете, по пажу жезлов тут была какая-то действительно мысль, ну, у кого-то буквально создать надежную семью, окружить себя надежными людьми, чтобы можно было так вот не суетиться, да, по аркану мир, чтобы была гармония, чтобы вы о чем-то явно мечтали. И тут действительно у вас между прошлым и будущим переход. Вам, скорее всего, придется какую-то тему обдумывать. Для тех, кто один или одна, вы можете всерьез задуматься, что как-то мне неуютно в этом одиночестве. И вы знаете, к этому будет импульс как предпосылка. Может быть, это для кого-то из вас действительно какое-то важное сообщение, известие, потому что пажи– это у нас вестники. Это какой-то, может быть, человек, который несет добрую весть. Хорошо, а как это на будущее, что это до конца февраля для вас может означать? А вот правильно, как-то расставить приоритеты. Есть явно то, чего вы устали, мои дорогие. Вот, наверное, какая-то перерокировка, перестройка, которую вы сами будете осуществлять. Может быть, это отношения, от которых устали. Может быть, это даже не сами отношения заканчиваются, а
Вы как тактику свою меняете, метод меняете, понимаете, что что-то не сработало. Вот поэтому и верховная жрица. Так что у нас до конца февраля, ведь правда, и снова нам где-то деньги. Может быть, это финансовое благополучие семьи, у кого-то дополнительный доход, у кого-то завершение каких-то финансовых тем, которые тоже были связаны именно с деньгами. Но я не могу сказать, что до конца февраля вы именно это завершите. Но то, что вы больше порядка наведете, это факт. По крайней мере, по рыцарю Пентакли мы как раз порядок и наводим. Мы внимательны к деталям, самое главное. Рыцарь Пентакли, он едет медленно, поэтому какой-то процесс ускорить мы явно не можем. Но, наверное, это не самое главное до конца февраля, мои дорогие, потому что тут происходит какая-то метаморфоза в вашей жизни. Тут какая-то действительно перезагрузка. Вы меняете тактику, методы и, соответственно, стратегия от этого тоже меняется, потому что какие-то новые интересы, новые приоритеты. И вот так вот, внимание к деньгам буквально, каждому пентаклю. Нам карта и говорит, что тогда у тебя получится какой-то проект осуществить. Ну вот, наверное, те наши мечты, которые когда-то были прежде, они могут воплотиться в реальность, но это не произойдет в какой-то краткосрочный период. Что же в деньгах, мои дорогие? Ух ты, 2 аркана. Слушайте, мои дорогие львы, интуицию, даже если кто-то думает, что интуиция – это ни о чем. Нет, мы с вами будем, проживаем уже, да, но в последующий период мы не раз убедимся, поскольку могут быть такие сюрпризы, когда то, о чем вы думали, вы учитесь как себе доверять именно вашему голосу мудрости и души. И здесь у нас, несмотря на то, что вокруг, именно вокруг у вас, смотрите, 2 старших аркана, но тут вот именно как-то для себя что-то такое сделать гармоничное, миролюбивое, доброе. А на деньги тут на вас будут оказывать влияние события извне. Может быть, буквально. Ситуация на работе, ситуация по деньгам. Это все заставляет, ну, так как точка нового отчета, у вам что-то переиграть. И, может быть, для этого нет пока четких граней, четких границ, потому что Луна – это тоже все размыто, да, вы, если мы говорим Нептун, ну, не совсем тут именно светила Луна, но тем не менее нет четких границ. Нам как будто нужно пройти, ну, вот именно ну, чаще всего башни, а тут у нас просто волк и шакал. Вот нам ни к волкам, ни шакалам не надо. Нам нужно вот именно между. Нам нужно не участвовать в каких-то спорах. Это вам буквально помогает в деньгах. Тут не надо себя где-то тормошить. И именно слушать интуицию. Потому что если сейчас то, что вы видите, а на вас это оказывает влияние. То, с чем вы, может быть, не согласны, или наоборот, даже если вы чему-то рады, тут все равно нужно быть кошкой, которая гуляет сама по себе, мои дорогие львы. Потому что то, что не укладывается в шаблон или в какой-то алгоритм, тут вам может альтернативные варианты подсказывать интуиция. Интуиция – это у нас как и вот именно разум, какое-то высшее знание и одновременно опыт. Интеллект, мои дорогие, и опыт, соединяясь, вот и дают нам эту интуицию. Это не про магию, ни разу. И для вас это имеет значение на долгий период. Ну ладно, а до конца-то февраля. То есть есть какая-то запутанная история именно по деньгам, которая не решена. Еще один старший аркан умеренности. Но вы знаете, пусть не в этой колоде, иногда аркан умеренности говорит о неслучайных случайностях. И мы все разные, поэтому будьте внимательны к этому периоду. Тут действительно как точка нового отсчета. Я должна сказать по деньгам. Для тех из вас, у кого сложная ситуация или нужно закрыть какую-то тему, совершить платеж. Когда выпадает в моих раскладах рыцарь Пентакли, это всегда обозначает, что в вашем окружении есть тот человек, который вас может выручить деньгами. Или пусть вопрос даже, ну, относится к финансам, но не буквально вот отсутствие денег, да, может быть, какие-то финансовые документы. Тогда есть тот человек, который вам может помочь дельным советом. Либо сам человек был в подобной ситуации, либо вот это ноу-хау он знает. И вы можете на этого человека не думать. Ваша задача его найти. Я бы сказала, вы знаете, тут поиск надежных людей, единомышленников. Время строить правильные, как и социальные связи. Точно так же и личное окружение. От этого буквально 2 важные направляющие вашей жизни – деньги и личная жизнь зависит. Ваше благополучие.
У кого-то конкретный человек, может быть, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Но иногда это, опять же, карта будет олицетворять именно партнера по браку. Или, может, брака нет, но вот партнер, партнерские отношения. Ну и денежный, опять же, вопрос. Вот все то, что мы говорили, как будто эта карта соединяет. Хотя для вашего благополучия у кого-то кредиты могут быть, потому что это важные персоны, статусные люди, которые могут работать как в банках, или это вам, может быть, придется для вашего благополучия отправиться в какие-то инстанции, чтобы получить вот этот самый документ. Ну, давайте узнаем, так как прошлое, да, что из прошлого идет на ваш порог или будет продолжаться. О, да все серьезно, дьявол. Тут явно есть какие-то отношения, может быть, да, на благополучие влияющие, которые созависимые. Может быть, это вы в какой-то мере зависите, но точно так же и человек может зависеть от вас. У кого-то, знаете, сложные могут быть взаимоотношения, не исключая, хоть мы и смотрим благополучие, сочетание карт таково, когда человек не хочет отказываться от отношений с вами. Вы-то, может быть, уже и хотите что-то завершить, а тут вот нет, тут не получается, потому что, ну, может быть, людей еще нерешенные вопросы и соединяют. У кого-то дом, да, у кого-то дети, у кого-то финансы, почему нет? Какие-то нерешенные, незакрытые гештальты, темы. И на самом деле у нас 17 числа удивительный день, потому что именно 17 у нас начинается Новый год по китайскому календарю, а также у нас солнечное затмение, которое откроет коридор затмений, и он будет длиться до 3 марта. Вот очень знаковый период. Более того, на этом-то ведь все не заканчивается. Именно 17, хоть это совпадает с новолунием, и мы знаем, это новые энергии. Но здесь с полнолуния, да, а полнолуние – это закрытие гештальтов 1 февраля. Поэтому какая-то история, которая у вас достигла пика, может быть, в начале февраля, она будет вас подводить к какому-то итогу, завершение какое-то, причем такое гармоничное у вас должно произойти. Но точно так же я могу предположить, что и вас какая-то история удерживает. Вот как будто нужно все расставить по местам. Вы знаете, вам нужно прекратить какое-то ожидание, оно действительно касается личной жизни. У кого-то одиночество прекратить, а у кого-то разобраться с какой-то наболевшей проблемой. Я точно так же могу сказать и по дьяволу денежные вопросы. Но никогда карта не олицетворяет какое-то одно значение. И со знаком плюс 15-й старший аркан нам дает жизненную энергию, силы. Все-таки дьявол, он сильный, мы говорим, да? То есть физическая активность, выносливость, мои дорогие. Для кого-то из вас может такая конфигурация создаться, как из прошлого. Вы получили какую-то сумму денег, которую, может быть, вы вам обещали уже, да, проплатить, но она несколько задерживалась. Вот, скорее всего, если правда какие-то выплаты задерживались, то вы их здесь получите. То есть это вами заработанное, но по каким-то причинам загуляло, да? Давайте узнаем, так, а что же до конца февраля ваше благополучие? А вот тут все меняется. Тут правда какие-то неслучайные случайности, известия, новости. Будьте внимательны к этому периоду. У вас относительно спокойный период жизни, да? Ну, так возьмем в целом. Но, видимо, вот быть внимательному к информации стоит. Тысячи дорог сходятся в одной точке. Мне нравится очень это в этой колоде восьмерка жезлов. Это много информации или какая-то важная корреспонденция, мои дорогие, когда нам нельзя терять буквально время, ведь это карта доброй трансформации. Вот у вас проходит сейчас период доброй трансформации, осмысления. Это вы сами будете тут что-то переигрывать, переиначивать, реструктурировать, изменять, мои дорогие. Но такой своеобразный триггер, это может быть, причем хороший, добрый, который буквально говорит, ну вот именно теперь тебе как будто лев пора. Что еще до конца? Ну, наверное, все то, что я говорила, мои дорогие. Тут и по деньгам. У вас 2 карты, обратите внимание, выбора правильного направления. Вот вам ваше благополучие зависит буквально, какое на короткий период, а это 6-8 месяцев, считайте, до конца 2026 года, вы изберете. И вы вот то, что выберете буквально сейчас, в феврале, какую стратегию, тактику вы себе наметите, вот вы будете и продолжать 6-8 месяцев. Поэтому
Тут никак нельзя что-то проморгать, ошибиться. Более того, от этого складывается и денежный эквивалент, мои дорогие львы. Будьте внимательны. Но это карта ясности. Поэтому по вашему благополучию у кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то финансовых тем или каких-то очень важных согласований, пусть даже с теми людьми, кого вы знаете, или это какие-то инстанции, как я говорила. Но тут, знаете, все вместе может соединиться. И я вполне могу предположить, у кого-то могут быть и люди, да, вот как контактные лица, которые именно влияют, оказывают свое, ну, именно на ваше благополучие воздействие, и эти люди будут конкретно рождены или иметь асцендент. Первое– это знаки зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. И второе– это знаки зодиака стихии воды, Рыба, Рак, Скорпион. Дела ваши, бизнес или работа, карьера. А вот правда, работать с информацией придется. Как бы, знаете, разделять зерна от плевел. Я иногда говорю по пятерке жезлов информационный хаос или люди ненадежные. Вот, может быть, вы будете так словно фильтровать, вычленять. Но, тем не менее, надо быть внимательным к информации, потому что здесь может быть среди хаоса неразберихи. Может быть, это у кого-то на работе, вот какой-то переходный момент. Мы в такое время живем, мы где-то об этом с вами говорили. Вот и аркан Луна. И денежная может быть ситуация. Но где-то будьте внимательны, мои дорогие. Вы можете находиться в окружении тех людей, может быть, это одна персона, которая вам что-то обещает, но она может забыть о своих обещаниях легко. А даже когда вы перелопатили гору какой-то информации, рациональное зерно, вы как будто сумеете выудить, и для вас это будет тоже какой-то прогресс. Давайте узнаем, что у нас еще до конца февраля по вашей работе. Король чаш. У кого-то, между прочим, может быть взаимоотношения, когда, ну, вы работаете вместе, или у кого-то семейный бизнес. Ну, пусть это не бизнес, но какие-то общие, да, дела, задумки, планы. Вот такое тоже может быть, опять же, у нас король чаш. И основные две сферы– личная жизнь и финансы. Нам об этом сказали карты. Так что же до конца февраля в плане реализации? Но договариваться, видимо, придется. Шестерка чаш– очень добрая карта. Да, иногда это пишут как карта ностальгия, но, наверное, вот мечта с реальностью сталкивается и преломляется одновременно в какой-то новый сюжет. Договариваться хоть и придется, но для вас тогда у вас две карты знаковые, мои дорогие, которые открывают для вас время новой реальности. Причем я не могу сказать, что это на каком-то эмоциональном надрыве или что-то тут вас будет, ну, чересчур тревожить или мешать. Нет, нет этих помех. Все зависит от вас, как вы сумеете договориться. Может быть, держать планку, да, придется вот этой дипломатии договариваться, потому что, ну, буквально так даже выгодно, надежно, или так будет правильно, это не исключаю. Все же первая карта у нас пятерка жезлов, и мы с вами сказали, какая-то путаница, неразбериха. Но вот, видимо, по части ваших достижений, вашего продвижения, карьеры, учебы. Видимо, сохранять вот эту гармонию, может быть, с некоторыми и дистанцию, я это не исключаю. Надо понимать, да? Поэтому и карты говорят, пересматривая окружение. Но тогда вы сумеете с кем-то, с чем-то определиться лучше. И вот эта ясность, может быть, даже некоторые вопросы по части личной жизни, да? Мы говорим, ведь это карта тайн. А здесь у вас выпадает солнце. И вот какая-то ясность может буквально наступить до конца февраля. Или у нас глаза могут открыться на некоторые события, которые случились, может быть, прежде. Но мы их теперь видим, ну, как будто в другом горизонте. Или под другим ракурсом, под другим углом. Очень знаковое время для вас, мои дорогие львы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете прекрасные душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, переходите на мой сайт. И я оставлю все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.